Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лисах. Что мы знаем о них? Это та самая с пушистым хвостом, хитрым взглядом и легендарной сообразительностью. Хитроумная охотница за мелкой дичью, которая не прочь залезть и в курятник. Перехитрить волка, пожалуйста. Сообразительного, но все-таки не настолько колобка, нет проблем. И какая бы хитрая ворона ни была, Сырана под действием чар плутовки все-таки проворонила. Да еще много где мы встречали рыжую кумушку лису. Но оказывается, в природе лис намного больше. И все они разные. Бывают рыжие, черные, серые и даже белые. С большими ушами и не очень. Одни живут на крайнем севере, а другие в пустынях. И это очень интересно. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о них поподробнее. Поехали! Лисицы, как и все животные, продукт миллионов лет эволюции, адаптации и выживания. Ученые определили их к семейству псовых, но в отличие от волков и шакалов, лисицы пошли своим путем, сделав ставку на хитрость, одиночный образ жизни и универсальность в питании. Вообще хищные произошли от миоцидовых. Примерно 50 миллионов лет назад в позднем палеоцене. Примерно 50 миллионов лет назад хищные разделились на два подотряда – псообразные и кошкообразные. 40 миллионов лет уже существовал точно идентифицированный представитель псовых – прогесперацион, найденный на юго-западе Техаса. Его ископаемые остатки имеют комбинацию особенностей, определенно указывающих на принадлежность к псовым. На основании того, что известно о его потомках, прогесперацион, скорее всего, имел более длинные конечности, чем его предшественники, с параллельными близко поставленными пальцами, в отличие от растопыренных медвежьих. Семейство псовых вскоре разделилось на три подсемейства, разошедшиеся в эоцене – гесперационовые, барофагиновые и волчьи, ведущие к нынешним псовым. Это волки, лисицы, койоты, шакалы и домашние собаки. У всех этих групп обнаружено увеличение со временем массы тела и иногда специализированная гиперхищная диета, делающая их уязвимыми к вымиранию. И из трех только линия волчьих дожила до наших дней. Настоящие лисицы рода Вульпес появились примерно 10 миллионов лет назад. Охотились на мелких животных, а также могли питаться растительной пищей. Со временем распространились по всему миру и даже благодаря человеку оказались в Австралии, что очень не понравилось местным сумчатам, но никто их не спрашивал. И на данный момент лисы насчитывают около 10 видов, каждый из которых приспособлен к своей среде обитания. И раз их не так уж и много, мы обязательно посмотрим на них. И начнем мы свое движение с севера на юг. Тундра – край сурового климата, где зима царит большую часть года, а лето короткое и холодное. Здесь выживают только самые приспособленные существа, и среди них хищники, без которых эта экосистема не могла бы существовать. Полярные волки – сплоченные, суровые, выносливые, стайные животные. Белые медведи – самые грозные и большие наземные хищники планеты, властелины севера. И милая миниатюрная полярная лисичка – писец, который бы настал каждому в таком суровом климате, но не ему. Писец распространен за Северным полярным кругом, на побережье и островах Северного Ледовитого океана, в тундровой и лесотундровой зонах. Именно писец очень часто составляет компанию белому медведю в его странстве по бескрайнему северу. Но точно не потому, чтобы Мишке было не скучно. Писец идет за белым медведем не просто так. Он маленький плут, мастер хитроумных стратегий. Пока огромный хозяин Арктики бредет по снегам в поисках добычи, этот пушистый хвостик следует за ним. Точно его тень. Белый медведь – охотник великий. Когда он настигает тюленя или подбирает выброшенную штормом рыбу, он не может съесть абсолютно все. Что-то да останется. Вот тут-то писец и вступает в игру. Он терпеливо ждет, крутясь неподалеку. И как только медведь насытится, подбирает остатки. Но так бывает не всегда.
Идеальная пища для песцов – лемминги. На них песец охотится подобно обыкновенной лисе. Мышкует. Он может учуять грызуна под метром снега и услышать его мельчайшие движения. После этого хищник нацеливается и прыгает головой вниз. И, как правило, попадает. Пушистый путешественник снежных просторов, который не боится ни лютых морозов, ни вечного холода Арктики. Он словно призрак скользит по белоснежному полю, то скрываясь в снегу, то появляясь снова с хитрым прищуром своих глаз угольков. Песец – обладатель одного из самого густого меха в мире. Даже в минус 50 он не мерзнет, ведь его шуба работает лучше любого пуховика. Еще и обновки у него в зависимости от времени года. Зимой песец абсолютно белый, а летом его шерсть меняется на буровато-серую или коричневую, чтобы сливаться с каменистым ландшафтом тундры. Холодную полярную зиму песцы переносят без особого труда. Лишь в сильные бураны и морозы роют норы в снегу и отсиживаются в них, а то и просто делают небольшие углубления в снегу, и этого вполне достаточно им. И главный враг песцов не холод, а голод. Порой песцовое племя сильно редеет. Если леммингов мало, песцы мигрируют. В путь отправляются тысячи песцов. Одни собираются в кормных местах сравнительно неподалеку, другие уходят очень далеко от дома. А кому повезет, находят себе белого мишку в надежде прокормиться. А узнать о маленьком герое Арктики поподробнее вы можете в отдельном видео. А мы переходим к рыжей лисице с отчеством Патрикеевна, которая живет немного южнее, но тоже очень любит мышковать. Немногих животных называют по имени-отчеству, а вот лисицу часто величают именно так. Как так получилось? Несколько веков назад жил князь по имени Патрикей Наримунтович, прославившийся своей хитростью и изворотливостью. С тех пор имя Патрикея стало равнозначно слову «хитрец». А так как лиса издавна в народе считалась зверем очень хитрым, то как верная наследница знаменитого князя и получила отчество Патрикеевна. Но если говорить честно, не такая уж она и хитрая. Конечно, когда дело идет о спасении жизни или о добывании еды, лиса, если можно так сказать, бывает и хитрой, и изворотливой. Живя часто поблизости от людей, лисица многому научилась от них. Знает, например, кого и когда надо бояться, а кого нет. Стала отличать опасные капканы от безобидных консервных банок, в которые можно еще и мордочку засунуть и слизнуть остатки консервов. Нередко спасается от собак, выбегает лиса на шоссейную дорогу, будто понимает, что запах гудрона или бензина собьет преследователя со следа. Но все-таки лисица не самый хитрый и даже не самый осторожный зверь. Любопытство часто берет верх над осторожностью. Например, она подходит к незнакомому предмету и не может удержаться, чтобы не исследовать его. Не может удержаться, чтобы не зайти в какой-нибудь двор и внимательно осмотреть его. Поэтому часто попадает она в трудное положение. Если бы не умение маскироваться, если бы не острое зрение, слух и обоняние, плохо пришлось бы ей. Очень плохо. Обоняние и тонкий слух помогают лисе не только спасаться, но и добывать еду. Особенно зимой. Существовало, да и сейчас еще существует мнение, что основная еда лис – это зайцы. Конечно, лиса не против зайчатины, но догнать зайца она не может. Где уж ей коротконогой угнаться за таким бегуном? Поэтому разговоры о том, что лисицы уничтожают много зайцев, совершенно неверны. Если случайно наткнется рыжая на растерявшегося зайца или на беспомощных зайчат, она, конечно, не упустит своего. Но зайцы попадаются лисице не так уж и часто. Впрочем, лисы прекрасно обходятся и без зайчатины. Подсчитано, что в рационе лисицы более 300 самых разнообразных животных, от насекомых до крупных птиц. И все же основная пища лисы – грызуны. Они занимают 80-85% ее рациона. Чтобы насытиться, лисице надо поймать и съесть не менее 2 десятков мышей и полевок в день. И там, где кормится лисица, а площадь ее кормового участка в среднем 10 километров, грызунов гораздо меньше, чем там, где лисиц нет. Часто в зимнюю лунную ночь, где-нибудь на лесной полянке, на опушке или на поле, можно увидать лису, которая бежит легкой осторожной рысцой, то и дело останавливаясь или прислушиваясь. Вдруг она круто сворачивает, неожиданно подпрыгивает несколько раз, ударяясь всеми 4 конечностями о снег, поднимается на задние лапы и, извернувшись, падает. Издали, конечно, не увидишь, что под лапой у нее в этот момент оказалась
попалась мышь или полевка. Как и писец, она так ловит бегающих под снегом грызунов. Мышкует. Но то, что рыжая лисица настоящий рекордсмен по распространению среди хищников, это факт. Она обитает на всей территории северного полушария, встречаясь в самых разных природных зонах. Она населяет практически всю Европу, от Британских островов до Урала. В Азии ареал рыжей лисы простирается от Западной Сибири до Японии и Китая. Заселили США, Канаду и Аляску. В Африке рыжие лисы встречаются только на севере. Они живут в горных районах и полупустынях, но конкурируют с фениками и африканскими шакалами. Кстати, рыжие лисы постепенно вытесняют песцов в регионах с потеплением климата. Они уже встречаются в тундре Канады, Аляски и Сибири. Песцу с рыжей не совладать, ростом не вышел. А вот с волками шутки плохи. Рыжая держится от них подальше. Обмануть волчий голод не получится. На раз слопают. Рыжая лисица – настоящий мастер адаптации. Она живет в лесах, степях, горах, тундре, пустынях и даже городах. Выдерживает морозы и жару, охотится в одиночку и легко меняет образ жизни. Причем рыжие лисы бывают не только рыжие, но и чернобурые, особенно нередки они на Чукотке, а на американском севере и серебристо-черные, а также крестовки с черным крестом на плечах и темно-бурым брюшком, сивадушки, более светлые с бурым или ржаво-бурым крестом на плечах, замарашки с темными пятнами, в частности на мордочке, и прочие. Это даже не подвиды, а просто генетические формы с разными генами окраски в наследственности, рождающиеся нередко и в одном помете, а кроме того еще десятки разных подвидов лисиц разнообразной окраски. В общем, лисы северо-востока более крупные и яркие, в степях и пустынях мельче и цветом побледнее. И если песцов и рыжих лисичек видели и знают многие, то об остальных лисах знают не все. Например, о тибетской лисе. Очень она необычна. Ее лицо похоже на кубик с узко прищуренными глазками и философским выражением. В отличие от своих ловких и подвижных родственников, она выглядит так, словно всю жизнь держит в голове важную тайну. Эта лисица обитает в высокогорьях Тибета, Непала, Китая и Индии, на высотах от 2500 до 5000 метров над уровнем моря. Но лисица приспособилась к жизни в этих условиях. Градусы в горах зашкаливают как в положительную, так и в отрицательную сторону. Плюс 40 летом и минус 40 зимой не редкость. Прибавьте к этому бесконечные ветра, открытое пространство и щепоточку кислородного голодания. Идеальные условия для отшельничества готовы. Без теплой шубы в таких краях никуда. Мех этой лисы – дождевик и пуховик в одном флаконе. Он отлично защищает лису и от ветра, и от лютых морозов. Кстати, такой же шубкой обзавелся и Ману, живущий неподалеку. Тибетская лиса небольшая, а мордочка тибетской лисы кажется квадратной, но не потому, что она на самом деле квадратная, а за счет густого меха вокруг шеи. Цвет по бокам изменяется от ржаво-коричневого сверху до серого к низу, что создает иллюзию полосы. Длина тела взрослой тибетской лисы до 70 сантиметров. Хвост до 45. Любимейшая еда тибетских лисиц – пищухи. Кроме того, они едят других грызунов, а также мелких птиц, гнездящихся на земле, и их яйца. Однако, если лисица поймает или найдет какую-либо другую съедобную добычу, то также незамедлительно употребит ее в пищу. Например, насекомые, рептилии или даже ягоды. А мы из горной Евразии переместимся на американский континент. Раз уж с севера на юг, то с севера на юг. И немного на запад, чтобы посмотреть на лису, которая может лазать по деревьям. Серая лисица – коренной житель Северной Америки. Серая лиса – очень оригинальный представитель всего большого и разношерстного семейства псовых. Живет она по всей Северной Америке, исключая самые северные регионы. На сегодняшний день известно 16 подвидов серых лис, однако ни один из них не является близким родственником привычных нам рыжих плутовок. Другим видам диких лис, собак и койотов, эти зверушки тоже весьма дальние родственники. Их по этой причине и отнесли в отдельный род. Эволюционные пути серых лис и всех остальных
коренных представителей псовых разошлись в самом начале формирования подсемейства. Проще говоря, они подревнее будут. Они как двоюродные бабушки и дедушки для всех современных волкопсов. Ввиду такой древности у серых лисиц и сейчас можно заметить архаичные черты как во внешности, так и в поведении. Размером серая лиса примерно в 1,5 раза меньше привычной рыжей. Благодаря выдвижным коготкам лисы не просто легко взбираются на самые высокие деревья, но и очень ловко прыгают с ветки на ветку. Такой навык спасает жизнь от наземных хищников-родственников. Также серые лисы – наглядный пример здоровых семейных отношений, где царит взаимовыручка и поддержка, что относится, пожалуй, ко всем лисам. Все начинается с приходом тепла. Самцы демонстративно дерутся за самочек и территорию, после чего дама с победителем удаляется жить долго и счастливо. Вместе они строят укромное гнездышко. Лисица занимается бытом и утеплением семейного логова, а лис добывает еду на двоих, пока мама занята кормлением маленьких лисят. А это более приземленная лисичка корсак или степная лисица, обычный обитатель степей и открытых пространств. Корсак – дитя степей. Он обитает в Монголии, Казахстане, Китае, России, южные районы Сибири и Средней Азии. Главное условие – открытые пространства. Он совсем не любит густых лесных чащ, непролазной кустарниковой поросли и распаханных земельных угодий. Можно повстречать корсака в лесостепи и предгорьях, но это считается редкостью. В такие местности он забирается случайно и ненадолго. Считается, что название животного имеет отношение к тюркскому слову «корсак», которое ассоциируется с кем-то низкорослым, низким коротышкой. Корсак миниатюрнее, чем писец, а внешне очень похож на рыжую лисицу, только в уменьшенных размерах. Стоит отметить, что зоологи выделяют 3 подвида корсака, которые немного отличаются не только местами своей дислокации, но и габаритами и цветовой гаммой шерсти. В отличие от своей рыжей родственницы, он меньше, легче и гораздо более скрытен. Его серовато-песчаная шерсть позволяет ему сливаться с окружающим ландшафтом, делая его почти невидимым среди барханов и сухих трав. Да, корсак невелик, поэтому и врагов в диких естественных условиях ему хватает. Самыми коварными недоброжелателями для степной лисицы выступают волки и обыкновенные рыжие лисы. Корсак не очень хороший боец, зато он прирожденный спринтер. Если на него нападает волк или беркут, он включает в режим ускорения на максималках и мчится со скоростью до 65 км в час, делая резкие рывки и петляя. Хоть степные лисы и умеют быстро бегать, они не способны делать это слишком продолжительное время. Поэтому волки загоняют их до изнеможения, заставляя совсем выдохнуться, а затем нападают. А рыжую плутовку правильнее назвать не врагом, а основным пищевым конкурентом корсаков, ведь едят они идентичную пищу. Обе лисы занимаются выслеживанием некрупной добычи. Конкурируют лисы из-за обладания тем или иным облюбованным логовом. В голодные времена обыкновенная лисица может напасть на маленьких детенышей корсака, разрыв логова, где они проживают. Обычно рыжая хищница убивает сразу весь выводок. Люди же убивают корсаков из-за их красивой и ценной шубы. В больших масштабах велся отстрел степной лисицы в позапрошлом и прошлом столетиях. Кстати, корсак имеет удивительную способность. Он может очень долгое время просуществовать без воды. Собственно, такой же способностью обладают его африканские родственнички – ушастики-феники. В песчаных пустынях Северной Африки, Синайского и Аравийского полуострова живет маленькая, сантиметров 40 в длину и сантиметров 30 высоты лисичка-феник, имеющая непропорционально длинные, более 15 сантиметров уши. Его огромные уши, пушистый хвостик и крошечные лапки делают его похожим на сказочное существо. Но за этим милым видом скрывается настоящий мастер выживания, который умеет обходиться без воды, переносить адскую жару и слышать шорох жука под слоем песка. В пустыне еды не так уж и много. Приходится прислушиваться к каждому шороху и ловить любую живность – грызунов, ящериц, саранчу. Уши феника улавливают малейший звук. Затем молниеносный прыжок и добыча поймана. Самим лисичкам часто тоже грозит какая-нибудь опасность, но феник не убегает, а если что, может быстро закопаться в песок, и это его часто спасает. Сами питаются преимущественно насекомыми. Реже в рацион попадают
съедают небольшие млекопитающие, птички и плоды. Еще его уши помогают от жары. Кровеносные сосуды в ушах расширяются при нагревании, чтобы выделять как можно больше тепла наружу. А чем больше уши, тем больше тепла они могут отвести. Помимо ушей, у зверя есть и другие приспособления к испепеляющей жаре. Их шерстка изолирует от окружающей жары, а влаги из добычи достаточно, чтобы не пить месяцами. Их метаболизм на 30% медленнее, чем у животных схожего размера, а сердце на 40% меньше. Лисенок сделал все, чтобы минимизировать влияние пекла на свое крохотное тельце. Да и частенько днем феник прячется в норе, спасаясь от жары. Его норы могут быть сложными лабиринтами до 10 метров в длину, а ночью он выходит на охоту, ориентируясь с помощью своих гигантских ушей. Соседка феника по пустыне – большеухая лисица. Отличительной чертой этого единственного в своем роде вида является зубная система, насчитывающая 48 зубов. Это самое большое количество зубов среди псовых. Правда, они у нее весьма слабо развиты, потому что в силу особенностей питания не совсем-то ей и нужны. Уникальная структура их зубов с высоким числом мелких помогает измельчать насекомых. А чтобы те не кусались в ответ, большеухие лисицы научились жевать со скоростью 10 движений в секунду. Человек за это время успевает только куснуть. Наша средняя жевательная скорость 14 движений челюстями за 20 секунд. Ни одно насекомое не успевает оказать даже символического сопротивления большеухой лисе. Живет это чудесное творение природы в пустынных районах Южной и Восточной Африки. И в этом необычайно жарком и неуважающем все живое климате вечно надо придумывать какие-то способы, чтобы не сойти с ума от палящего зноя. И лисы с огромными ушами таки придумали. Во-первых, среди песков и колючих кустарников особенно ни на что не поохотишься. Как результат, большеухие лисицы перешли почти на полное питание муравьями, термитами и насекомыми. Изредка поедают растительную пищу. Во время охоты они полагаются в основном на свой острый слух. При опасности в большинстве случаев спасаются бегством. В общем, по уровню добра в сердце это почти рекордсмены среди хищников. Только насекомые так не думают. Во-вторых, африканским лисичкам совсем не нужно пить воду. Всю жидкость они получают из пищи. Ну а на самом юге Африки обитает южноафриканская или капская лисица. Милая лисичка обитает в районе огромной пустыни Калахари и Намиб. По сути, южноафриканская лисица – это шакал, сжатый до размеров кота. При таком скудном рационе сильно не вырастешь. Здесь ты будешь есть все, что пошлет матушка земля. Ягоды, сочные плоды, личинки насекомых, саранчу, ну и, конечно же, грызунов. Если с едой при такой всеядности все равно напряженка, лис подключает к поиску пропитания корешки. А в Южной Америке обитает майконг – лиса-крабоед из южноамериканской саванны. Тоже одна из первых лисособак. По свидетельству палеонтологов, появились они около 5 миллионов лет назад на североамериканском континенте. Потом им там что-то не понравилось, возможно, похолодало, и они переселились в Южную Америку, и там же обосновались окончательно. На сегодняшний день ареал майконгов – это Уругвай, Парагвай, Колумбия, Аргентина и Венесуэла. То есть те самые страны, где до мелкой хитрой лисички никому нет никакого дела. Даже ее шкурка никому там не нужна, хотя бы по той причине, что на улице и так жарко, да и красоты она посредственной. Для большей гарантии собственной безопасности майконги селятся в пампасах, предпочитая заросли колючих кустов. Там их точно будет сложно найти, как хищникам, так и прямоходящим. Кстати, такой же прием спасения от двуногих использует соседка майконга – пампасская кошка. Другим названием лиса-крабоед майконг обязан своему меню. Хотя майконги являются практически всеядными, как и все лисы, они особенно любят полакомиться крабами и другими ракообразными. Ничего удивительного в этом нет. Крабы вкусные и полезные, все это знают. И не исключено, что какая-нибудь сибирская чернобурка тоже с удовольствием питалась бы от случая к случаю крабами. Вот только до океанского берега ей слишком далеко. А вот писец никогда не откажется, если ему предоставится на обед крабья конечность. Также майконг охотно ест ягоды, овощи и фрукты, фиги, бананы, манго, иногда похищает цыплят и уток, не брезгует падалью. Интересно то, что когда майконг сыт, он прекращает охоту на кроликов и прочих ушастых грызунов и переходит исключительно на насекомых. Возможно,
возможно, бережет фигуру. Кстати, за это многие фермеры ценят майконга и не стараются его истреблять, ведь он действительно является грозой вредных для сельского хозяйства насекомых, и уничтожая их в большом количестве, приносит ощутимую пользу. Это животное достаточно легко приручается, поэтому в деревнях Венесуэлы или Уругвая довольно часто можно встретить живущего в доме майконга вместо собаки. Ну а в суровых Андах обитает андская лисица. Андская лисица, также известная как андский волк, андский шакал или лисица Магеллана, один из крупных и таинственных хищников Южной Америки. Вопреки своему названию, эта лисичка не совсем лисичка в привычном понимании. Она относится к другому роду, южноамериканские лисы, а не к настоящим лисам рода Вульпес. Но раз лиса, значит лиса. Еще одно название лисицы – кульпео. Кульпео встречается практически по всему западному побережью Южной Америки и отлично приспосабливается к разным условиям. Это и Анды на высотах до 4500 метров, в холодных степях Патагонии, в пустыне Атакама, одной из самых засушливых мест на Земле, можно встретить лисоволка. Кульпео – это нечто среднее между лисом, волком и койотом, но со своими уникальными особенностями. В отличие от настоящих лисиц, кульпео редко роет норы, предпочитая укромные места среди камней. Может проходить десятки километров в поисках еды, охотится в одиночку, но иногда объединяется в пары для охоты на более крупную добычу. Его можно встретить как в горах, так и на равнинах, и даже вблизи человеческих поселений. И пользуется среди местного населения незаслуженной славой злостного грабителя птицеферм и похитителя мелкого рогатого скота. В основном рационе преобладают мелкие млекопитающие, в первую очередь зайцы и дикие кролики. Эти хитрые хищницы могут нападать на детенышей лам, гуанако, но в основном предпочитают менее крупную добычу. При случае они охотно поедают птиц, рептилий и различных членистоногих. Очень любят фрукты. Кстати, такой же отщепенец и сосед по материку, гривистый волк, тоже обожает бананы. Его раньше, как и кульпео, относили к лисам, но недавно выделили в отдельный род. В переводе с греческого его латинское название означает «короткохвостый золотистый пес». В Южной Америке живет еще и короткоухая лиса. Прописалось это удивительное создание во влажных тропических лесах, растущих на территориях таких стран, как Бразилия, Перу, Колумбия, Эквадор и Боливия. Ее можно встретить вблизи болот, в бамбуковых зарослях, но всегда вдали от человеческого жилья. Людей эта лисица не любит, в отличие от нашей рыжей Патрикеевны, и правильно делает. Поэтому в тех местах, где густой лес граничит с саванной, хищник появляется очень редко, чтобы ненароком не столкнуться с человеком. Хищница эта приземистая, с короткими лапками и крепким коренастым телом. Мордочка лисоподобная, но уши короткие и округлые. Движения легкие, быстрые, не лишенные изящества. Этим малая лисица больше похожа на кошек и отличается от своих собратьев. Лапы частично перепончатые, что указывает на полуводный образ жизни. И по приблизительным оценкам, численность популяции короткоухих лисичек составляет всего около 15 тысяч особей. В соответствии с красным списком, данный вид имеет статус, находящийся под угрозой исчезновения. В Бразилии и Колумбии данный вид охраняется законом. В то же время не предпринимается никаких усилий для увеличения численности популяции. И в целом все виды лис, пожалуй, кроме рыжих, так или иначе подвергаются угрозе вымирания. Из естественных угроз это хищники и конкуренты. Волки – главные враги лисиц в дикой природе. Если в регионе много волков, численность лис резко снижается. Рыси и крупные хищные птицы охотятся на молодых или ослабленных лисиц. Шакалы и койоты конкурируют с лисами за пищу, иногда убивают их при встрече. Болезни и паразиты – частая лисья проблема. Климатические факторы, конечно же, угрозы со стороны человека, вырубка лесов, урбанизация и сельское хозяйство уничтожают природные ареалы лис. Лисицы издавна считались вредителями, поэтому их массово отстреливали. Да и мех лисы использовался в меховой промышленности, но ее значение на планете выходит далеко за рамки меха для воротника или шапки. Лисица – это прежде всего эффективный регулятор численности грызунов и насекомых. Ее рацион в значительной степени состоит из мышей, полевок, крыс и других вредителей, популяции которых без контроля лисы могли бы достигнуть катастрофических
критических размеров. Даже в жизни человека это особенно важно, например, для сельского хозяйства, так как именно грызуны наносят огромный ущерб урожаю, поедая зерно и повреждая посевы. Уничтожая грызунов, лисица косвенно защищает поля и сады, способствуя увеличению урожая. Конечно, лисица может наносить и некоторый ущерб. Иногда она охотится на птиц, в том числе и домашнюю птицу. Однако масштабы этого ущерба незначительны по сравнению с пользой, которая приносит лисица, регулируя численность вредителей. Важно понимать, что лиса – это часть природного баланса, и ее роль в экосистеме нельзя недооценивать. Избыток лисиц может привести к сокращению популяции некоторых видов животных, но полное отсутствие этих хищников неизбежно вызовет всплеск численности грызунов, что принесет куда больший вред. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать лису исключительно как вредителя, необходимо оценить ее многогранную роль в природе. Лисица – это не просто ценный мех, это важный компонент здоровой экосистемы и незаменимый природный санитар. Без них многие природные процессы были бы нарушены, а экосистемы менее стабильными. Поэтому охранять лис, как и других животных, значит заботиться о здоровье нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.